Теперь мы свяжем с вами шнурочек, который затем вставим в капюшон наш. А вязать мы его будем с помощью крючка. Шнурок можно вязать любым удобным для вас способом. Есть много видео, как связать шнурок при помощи спиц. Не у меня, конечно, но на других каналах. Вот, я покажу свой любимый способ. У меня крючок номер 4. Чуть-чуть оставляю кончик ниточки, чтобы его легче было заправить. И делаю первую воздушную петельку. Затем, не сильно затягивая, я вяжу цепочку из воздушных петелек на нужную мне высоту. Если я не ошибаюсь, примерно я делаю 180-200 петелек. По длине шнурок я делаю примерно вот в 4 сложения, это у меня 30 сантиметров. То есть это получается около 1,20 м, 1,30 м. Нам нужна общая длина. Затем теперь мы делаем с вами столбики без накида. И отступая одну петельку, вяжем петлю и сразу вытягиваем ее в петельку на крючке. Итак, постепенно, входя в петельки в обратном направлении, вот так вот вытягиваем их. Таким образом у нас будет с вами получаться шнурок. И доходим таким образом до конца. Сильно петли пытайтесь не затягивать, соблюдать тоже натяжение петелек, которым мы набирали воздушные петельки. Мы приступаем к вязанию рукавчика. Один рукав я уже связал, как вы видите, на нем также будет располагаться рисунок. Это 3 косички. Единственное отличие от косички на капюшоне, то что мы здесь будем вязать с вами все по кругу и как бы кверху ногами. То есть чуть-чуть косичка перекрещивание будет идти у нас по-другому. Вот. Также на спице номер 4,5 мы будем с вами набирать петельки. Находим середину закрытой проймы. Как вы помните, здесь у нас была одна дополнительная петелька. Я ее учитывать не буду. То есть мы на пройму закрывали с вами 4 петли. И вот в 3-ю петлю, в середину, я начинаю набор. Набираю 2 петельки. 3-ю петлю я создаю таким образом. Поддеваю дужку у петельки с самого кардигана и полупетлю у кромочной. И провязываю ее скрещенной лицевой за заднюю стеночку. Далее мы будем набирать с вами в первый ряд, точнее в первую петлю от кромочной. Вот она, косичка, и вот первый ряд. Первый раз мы будем набирать 2 петельки подряд, 1, 2, затем 2 раза через петлю, 1, снова петлю пропускаю, 2, и снова 2 петельки подряд и 2 раза через петлю. И так чередуем набор 2 петли подряд, 2 раза через одну петельку. Добираем так до плечевого шва. Всего у меня получилось 27 петелек. И смотрите, вот ближе к плечевому шву я набрала 2 петельки подряд и еще раз набрала 2 петли подряд. Вот, в принципе, оставьте так. Это нам понадобится для того, что когда мы будем прибавлять с вами петельки на косички, вот, в дальнейшем вы поймете, зачем это надо. Вот, ну, в общем, 27 петелек у меня всего набрано. Теперь вот так выдергиваю леску и, начиная от плечевого шва, также набираю вниз
Вот находим с вами кромочную и затем первую петлю от нее. И также начинаю набор. 2 петельки подряд, 2 раза через петлю. 2 петли подряд, 2 раза через петлю. И ближе уже к концу мы с вами снова встретимся. Подходя ближе к концу, мы пересчитываем, сколько петелек набрано. У меня сейчас на спице 22 петли. И смотрю, сколько я могу набрать от оставшихся петелек. 1, 2, 3, 4. Мне не хватает еще одной, поэтому я еще раз рядышком здесь вхожу в петельку. Если у вас наоборот побольше получается, можете где-то там сделать лишнюю петлю через одну. То есть подрегулировать мы всегда сумеем. Затем также, смотрите, подцепаю дужку у петли с кардигана, подцепаю дужку у полупетли кромочной. Вот так у меня получаются 2 дужки. И я также провязываю их скрещенной лицевой. Это нужно для того, чтобы не оставалось никакого прогалечка. У меня на спицах 24 петли. И вот 3 петли я добираю, то есть одну петлю в добавочную петлю, когда мы скрывали наш вот этот переход между спинкой и полочкой, и 2 петли с проймы. Таким образом у меня набрано 27 петелек до плечевого шва и после плечевого шва. Общее количество 54 петли. Далее мы продолжим с вами вязать по кругу. При этом вывязывать в первом ряду мы сразу начнем рисунок, но прибавочки на петли мы делать не будем. Как вы помните, каждую из косичек мы сделаем с вами из 5 петелек. Будем получать 8. И смотрите, сначала считайте, сколько у вас уйдет первоначальное количество петелек. То есть, если исходить из того, что по 5 петелек у нас будет первоначально, это 15, между ними по 2 изнаночных, то есть плюс 8, то есть до и после будет, и между косичками, то есть 23 петли. На спицах у нас 54 петельки. Мы просто одну прибавочку делать не будем. Первоначальное количество средней косы у нас будет выходить, что будет сразу 6. Поэтому я говорю, ближе к плечу можно чуть плотнее набирать петельки. Вот. До рисунка мы с вами вяжем 15 лицевых. То есть 54 петельки у нас первоначально мы отняли и получили, что 15 петелек будет до узора и 15 петелек после. То есть мы вяжем лицевыми за переднюю стеночку. Далее у нас идут, смотрите, 2 изнаночных. Вяжем первую косичку. Прибавок, я как говорю, не делаем. То есть мы провязываем просто изначальные 5 лицевых. Затем 2 изнаночных, и средняя коса у нас будет состоять из 6 лицевых. То есть 3 лицевые мы провязываем до плечевого шва, переворачиваем вязание и 3 лицевые мы вяжем после плечевого шва. Это вторая косичка. Между косичками, напоминаю, у нас идут 2 изнаночные. И снова вяжем 5 лицевых. Это наша третья косичка. И заканчивается 2 изнаночными петельками. Досчитайте петли до конца. У вас должно остаться также 15 петелек. Довязываем. Обратите внимание, первый ряд мы полностью вяжем за передние стеночки, все петли, независимо от того, лицевая была это или изнаночная. Второй ряд мы с вами вяжем также лицевые за переднюю стеночку, все 15 лицевых. Вот я дошла до узора. Вяжем изнаночные мы теперь всегда за заднюю стеночку. Мы петли всегда провязываем за правую
стенку петли, чтобы не получалось скрещенной. У нас начинается первая косичка. В первую косичку мы добавляем 3 петельки. Прибавку делаем в первую, третью и пятую петлю. Так же, как и мы делали на капюшоне, поднимаем ниже лежащую стеночку у петли, провязываем ее, затем вяжем петельку со спицы. Это мы сделали прибавку в первую петлю, вторую провязываем, прибавочку делаем в третью петельку и в пятую. 2 изнаночных. Мы дошли до второй косы, до центральной. Как вы помните, она состоит сейчас изначально из 6 лицевых. Прибавочку я сделаю в третью петельку и в пятую. Вот у нас также получилось 8 петелек. Далее идут 2 изнаночных, и в третью косичку мы прибавляем также 3 петли, прибавка в первую, в третью и в пятую петельки. Довязываем 2 изнаночные и 15 лицевых. Таким образом у нас с вами добавилось 8 петелек. Теперь на спицах у нас 62 петельки. Их мы вяжем просто по рисунку, провязывая лицевые за переднюю, а изнаночные за заднюю стеночку. Встречаемся с вами уже в 7 ряду. У нас будут перекрещивания у косичек, и я покажу, как мы будем делать убавление. У меня начинается 7 ряд рукава. И смотрите, теперь мы будем делать убавочки для сужения его. Убавления у нас будут однотипными. Убавлять мы будем вторую и третью петельку в начале, и в конце провязывать вместе мы будем 2 предпоследних петли. То есть первая и последняя петля у нас будут оставаться постоянными. Вяжем первую петельку, затем провязываем вместе за переднюю стеночку 2 петельки вместе. Следующие, то есть у нас теперь до узора остается 14 петелек. Доходим до него, и у нас также в 7 ряду начинается скрещивание косичек. Скрещивания у нас будут одни и те же, то есть и чуть-чуть поменяют петли свое направление. Теперь 2 петли первые мы снимаем перед работой, вяжем следующие 2 лицевые, затем провязываем 2 петельки вместе. Следующие 2 лицевые мы снимаем за работу, вяжем оставшиеся 2 лицевые и затем провязываем только снятые петельки. Как бы у нас получаются вот такие 2 сходящиеся дужки. Давайте я еще раз повторю вам на второй косе. 2 петельки оставляем перед работой, вяжем 2 лицевые. Затем провязываем снятые петельки. Затем я снимаю 2 петли за работу, вяжу 2 лицевые и после них провязываю снятые. Довязываем с вами третью косичку самостоятельно и встречаемся в конце 7 ряда. Не доходя до конца ряда 3 петельки, мы убавим 2 предпоследних, но для этого мы предварительно их перевернем вот таким вот образом, чтобы можно их было связать 2 петельки вместе за заднюю стеночку, то есть с наклоном налево. То есть у нас получаются вот такие сходящиеся убавления. И после этого мы провязываем последнюю петлю. Далее мы вяжем 8 ряд уже по узору. Здесь ничего не меняется. То есть где изнаночные мы вяжем изнаночные, где лицевые вяжем лицевые. То есть у нас за один ряд убавочек уходит сразу 2 петли.
Теперь давайте я объясню, почему у нас поменялся узор. Посмотрите, здесь у нас мы узор вязали вверх, здесь мы узор вяжем сверху вниз, то есть чуть-чуть меняя направление. Но когда у нас будет полностью готов кардиган, смотрите, у нас узоры будут совпадать, то есть абсолютно одинаковыми будут. Можете сделать наоборот, так же, как и мы вязали в капюшоне. Это все остается на ваше усмотрение. Теперь давайте вернемся к убавлениям. Забыла сказать. Косички перекрещивания мы делаем через каждые 6 рядов. То есть мы сделали с вами в 7 ряду, затем в 13, 19, 25 и так далее. Вот. По убавочкам здесь чуть-чуть будет по-другому. Они будут у нас не особо равномерными. То есть мы 3 раза убавим через каждые 6 рядов. То есть, например, смотрите, 7, 13, 19. Далее мы убавляем через 8 рядов. Это у нас получается 27 ряд. И далее, смотрите, давайте так скажу. 3 раза через 6 рядов. Зачем? Через 8. 1, 2, 3, 4. 4 раза. Так, 4, раз, 2, 3, 4. Да, 4 раза через 8 рядов и 2 раза через 10 рядов. До манжета мы с вами провяжем 84 ряда. Лицевых петелек у нас останется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петелек общее количество, то есть по 6 петелек до узора и после него. Вот. Все ряды я подпишу по убавлениям под видео, то есть нумерацию рядов, в каком ряду мы делаем убавочку. Вот, всего убавления у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 убавочек, то есть у нас уйдет с вами 18 петелек. И перед тем, как мы начнем вязать манжет, то есть мы будем переходить на резиночку 1-1, мы будем делать с вами убавление еще и в косичках. Вот, там, по-моему, общее количество петелек на манжет будет 34 петли останется, но об этом чуть позднее. Вот, а пока вяжем рукавчик по кругу, делая убавление, подсматриваем в подсказках под видео. Вот, и не забываем делать перекрещивание в косичках. Здесь это будет более равномерно, то есть через каждые 6 рядов. Вот, и затем уже встречаемся с вами чуть позднее. Я провязала рукавчик на высоту 84 ряда. Я перехожу на спицы номер 4, я их уже сменила. И мы будем вывязывать резинку 1 на 1, при этом делая дополнительные убавочки в наших косичках. Как вы помните, петельки мы провязываем за правую стеночку петли, независимо от того, какую петлю мы с вами вывязываем. Подходим к первой косичке. В первой косичке мы убавляем с вами 3 петли. Провязываем первую, вторую вместе лицевой, третью вяжем изнаночной, четвертую, пятую петельку провязываю лицевой, шестую вяжу изнаночной и затем провязываю 7 и 8 петельки. То есть мы убавляем те петли, которые прибавляли во втором ряду формирования нашего узора. И продолжаем. Изнаночная, лицевая. Во второй косичке мы с вами убавим только 2 петли. Первую петельку я провяжу изнаночной, вторую и третью провяжу вместе также за переднюю стеночку лицевой петлей. Четвертую петельку провяжу изнаночной и затем пятую, шестую петельку вместе лицевой и довязываю. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Мы подошли к третьей косичке. Здесь у нас чуть-чуть убавочки будут идти по-другому по счету, так как мы начинаем вязать с изнаночной петли, но убавить нам надо также 3 петельки. Вместе провязываем вторую, третью петельку, четвертая изнаночная,
5-я, 6-я лицевыми вместе, 7-я изнаночная, а 8-ю петлю я переворачиваю вот таким образом, чтобы ее можно было связать со следующей изнаночной за заднюю стеночку. Так мы убавили 3 петли в косе и заканчиваем наше вязание. Лицевая, изнаночная, лицевое, изнаночная. На спицах у нас с вами должно остаться 34 петельки. Дальше мы продолжаем вязать резиночку 1 на 1. При этом мы провязываем лицевую. Ну, здесь, конечно, не очень хороший пример. Лицевую мы вяжем за переднюю, а изнаночную за задние петельки. Так мы будем вязать 10 рядов. После того, как мы провязали резинку на нужную высоту, приступаем к закрытию петелек. Я провязываю первую петельку лицевой, затем вяжу петлю изнаночной по узору и накидываю на нее предыдущую петельку. Итак, провязывая все петли по рисунку, накидываю на них предыдущие. Проходим так по кругу. Затем обрезаем нить и замыкаем наше вязание, чтобы не оставалось никаких ступенек. Я вхожу под первую закрытую петельку, под косичку, и затем возвращаюсь в середину последней. Образуется петелька, и таким образом наш круг завершен. И только затем я прячу кончик ниточки. Вот и все. Довязываем с вами второй рукав и затем переходим к оформлению планочки под молнию.